Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю рогалики пахлава. Нежные, рассыпчатые, с ароматной ореховой начинкой с корицей. Тесто просто волшебное, мягкое, сливочное, чуть слоистое, невероятно вкусное. Такие рогалики тают во рту. Для приготовления теста мне понадобится: выкладываю в миску мягкое сливочное масло, добавляю сахарную пудру и щепотку соли. Разминаю ложкой. Вместо сахарной пудры можно использовать и сахар, но сахарная пудра легче растворяется. Добавляю сметану. Вместо сметаны можно использовать и йогурт. Сметану можно брать любой жирности. И вливаю растительное масло без запаха. Снова хорошо все перемешиваю. Добавляю одно яйцо среднего размера и чайную ложку экстракта ванили. Просеиваю крахмал, разрыхлитель для теста и постепенно буду добавлять муку. Муки для рецепта может понадобиться больше или меньше. Буду смотреть на консистенцию. Благодаря добавлению крахмала тесто получится очень таким хрустящим, рассыпчатым. Но если вы хотите, вы можете заменить его таким же количеством муки. Замешиваю тесто сначала лопаткой, а затем домешу его руками. Добавляю муку. Лопатку убираю. Я добавила всю муку. Тесто должно получиться вот такое, очень нежное и мягкое, но вместе с тем оно абсолютно не прилипает к рукам. Перекладываю его в пакет и отправлю в холодильник минимум на 30 минут. Надо, чтобы тесто немного охладилось. Подготовлю сладкую ореховую начинку. В чашу блендера всыпаю грецкие орехи, они у меня уже обсушенные на сухой сковороде. Также сразу добавляю сахар. Сахар берите по вкусу. И всыпаю корицу. Корицу также берите по вкусу. Я добавлю 1,5 чайной ложки. Аромат будет просто сумасшедший. Хорошо все измельчаю. Вот такая крошка должна получиться. Тесто отдохнуло. Разделю его на 2 части. Одну отправлю обратно в холодильник. А из этой буду раскатывать круглую лепешку. Но сначала на поверхность стола я высыпаю 1/4 часть ореховой сахарной смеси. Вообще все орехи с сахаром я разделила пополам для каждой половинки теста. Теперь выкладываю сюда тесто и высыпаю еще 1/4 часть. То есть всего сейчас на одну половину теста у меня уходит половина всех орехов и сахара. Получается такая своеобразная начинка, которая вкатывается в тесто и снизу, и сверху. Раскатываю все в круглую лепешку. Формировать эти рогалики очень просто. Тесто должно быть раскатано достаточно тонко. Вот эти остатки, которые у меня остались из половины орехов с сахаром, я добавляю здесь сверху, как дополнительную начинку. И еще немного прокатаю. Так как мы готовим рогалики пахлаву, они должны быть очень сладкими и должно быть много орехов. У меня получилась лепешка диаметром 34 сантиметра. И толщина где-то 0,5 сантиметра. Теперь эту лепешку разрезаю на сегменты. Теперь все очень просто. Скручиваем рогалики.
Выкладываю рогалики на противень на расстоянии друг от друга. Противень я выстелила пергаментной бумагой. И первую партию рогаликов отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Ну и пока выпекается первая партия рогаликов, формирую вторую. Точно так же высыпаю четвертую часть смеси орехов с сахаром и раскатываю тесто в лепешку. Из каждой такой лепешки получается 16 рогаликов. То есть в общей сложности у меня будет 32 рогалика. Рогалики я достала из духовки. Выглядят они просто великолепно. Пока они горячие, они очень мягкие и хрупкие. Дайте им остыть, а затем снимайте с противня. Всего из этого количества ингредиентов получается 32 вот таких красивых рогалика. По желанию рогалики сверху еще можно присыпать сахарной пудрой. Но можно этого и не делать. Они сверху получаются вот такие хрустящие с сахарной корочкой. Я слегка присыплю просто для красоты. Рогалики получились невероятно вкусные. Тесто нежное, рассыпчатое, много орехов. Обязательно их приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!